Всем любителям творчества привет! Сегодня я хочу обратиться к родителям. Дорогие мамы и папы, как вы относитесь к детскому творчеству? Занимаетесь ли вы творчеством со своими детьми? Мне кажется, самое время начать. Сегодня в своем мастер-классе я хочу показать, как из двух простых вещей, это соломинка из картона и природный материал шишка, сделать вот такие замечательные цветочки. Также нам понадобится цветная бумага. Цветочков осталось только два, а их было больше, потому что все цветочки мы подарили в детский садик и в школу. Давайте начнем наш видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравились мои идеи. Оставляйте комментарии, буду рада творческому общению. Давайте заниматься. Итак, друзья, для нашего праздничного букета нам понадобится сегодня природный материал сосновые шишечки. Кроме шишек нам понадобится горячий клеевой пистолет. Для стебелька цветка я использую вот такие вот картонные соломинки. Благо у меня есть соломинка зеленого цвета. Линейка, небольшая палочка деревянная, шпажка для шашлыков, для того, чтобы подклеивать лепестки. И двухсторонняя цветная бумага. У меня вот такая бумага для оригами. Значит, нам нужно с вами вырезать, сделать шаблон для листика и шаблон для лепесточка. Значит, шаблон для лепестка я сделала сама. Высота моего лепесточка 3,5 сантиметров и ширина чуть меньше 2 сантиметров. Листочек, листик 9,5 сантиметров высотой и ширина 5 сантиметров. Листики я вырезала заранее. Также лепесточки я вырезала тоже заранее. Чтобы сэкономить время, мы бумагу складываем в несколько слоев и обводим наш шаблон. (15-20 лепесточков для одного цветка нам будет достаточно. Когда мы вырезали наши заготовки, мы немножко при помощи ножниц придаем им закругленную форму. Цветочки делаются быстро, легко, занятие очень увлекательное. Привлекайте детей. Мой сын вчера собственноручно мне резал и закруглял лепестки. И настолько понравился ему результат, что он сделал несколько цветочков. Единственное, что работа с горячим клеевым пистолетом требует, конечно, внимания взрослых. Пока подклеивала я сама, но помощь была большая. Да? Итак, все у нас к работе готово. Термоклей разогрет. И теперь нужно выбрать шишку еловую, сосновую, простите, и запастись немножечко терпением. Сначала мы клеим нижний ряд, да, вот где у нас уже возможно подклеить к какой чешуйке, да, которая уже у нас. Держу его, лепесточек загнутый, отогнутой частью вниз и под лепесток наношу маленькую капельку клея, как бы под лепесточек, и помещаю его на чешуйку нашего бутона будущего, да. Помогаю себе деревянной палочкой, прижимаю капельку клея к шишке
И последовательно мы совершаем подряд такие действия. Подклеиваем лепесточки от самого нижнего ряда к самому верхнему. Чем больше вы сможете подклеить лепесточков, тем объемнее будет у вас цветочек. Такой прекрасный букет отлично подойдет и на День учителя, и в детский садик, как поделка, на праздник осени. Вы, не напрягаясь, очень быстро наделайте таких цветочков целый букет. Начинаем клеить к чешуйкам второго ряда. Не забываем убирать ниточки клея, которые неизбежно появляются. Пожалуй, на этом остановлюсь. Наш бутон готов. И следовательно нужно прикрепить головку цветка к стебельку. Делается это не просто, а очень просто. Нам понадобится горячий клеевой пистолет. Для стебелька цветка я использую вот такие вот картонные соломинки. И займемся листиками. Будем крепить 1-2 листика. Для этого мы тоже краешек листика немножко подвьем назад. Здесь вдоль листочка сделаем сгиб. За считанные минуты у нас появился вот такой замечательный просто цветок, объемный. Можно выбирать разные цвета. Вчера мы со своим сыном сделали целый букет осенний таких вот цветов, объемных. Мы поставили их в вазу, которую тоже сделали из втулки, оклеив ее красивой бумагой для декупажа или салфеткой, или просто покрасив краской. Такой вот у нас букет прекрасный из сосновых шишек получился. Если вам понравился мой видеоурок, друзья, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Всем желаю приятного творчества и до новых встреч. Пока-пока.